Приехала я на дачу, и как вы думаете, что первым делом? Первым делом, конечно, бегу за травой. Кошу травы, потому что очень жарко. И спасение для кур — это не только вода, но и вот такая зеленая трава. Выпустила индюшек погулять на улицу, а сама косила траву. Травы накосила много, еле довезла. Вот такая куча. И индюшка жадничает. Посмотри, сколько вокруг у тебя травы. Тебе надо вот эта трава. Куры кушают любую траву. Я не знаю траву, которую они не кушают. Я кошу все в подряд и привожу в курятник, и все с удовольствием они едят. Ну, разве что шкурки бананов они не едят, а так все остальное прекрасно кушают. Все, разношу всю эту траву. В этот раз это будет очень много. И даже если не хватит, я еще докошу. Как раз все разбежались, и я смогу открыть калитку. Открыть калитку и завести вот эту тачку — это, я вам скажу, особый вид искусства. Потому что кур выпустить я не могу, так как я приезжаю на несколько часов на дачу, и мне за это время нужно все успеть сделать и уехать. А если выбежит отсюда курица, то мне нужно будет ее ловить, а на это нужно будет потерять время. Поэтому очень аккуратно, и уже я научена, как это делать. Открываю калитку, и, как видите, тачка у меня уже стоит ручками калитки, и задом завожу. И одновременно контролирую беглецов, кто хочет убежать. Но вот сегодня очень жарко, солнце печет, и вот смотрите, как они с неохотой гуляют на солнце. Они сразу же поняли, что тут я ничего не принесла, и убежали все. Убежали, смотрите куда, под шелковицу. Это очень хорошо, когда в вольере есть вот такое большое дерево с большими крупными листами. Оно летом спасает кур от солнца. Но единственный недостаток, когда в вольере растут деревья, это накрыть вольер от хищных птиц очень сложно. Нужно обойти все деревья. Вот смотрите, как у меня накрыто. А если бы не было дерева, то без проблем накрывается любой сеткой. И все. Единственное, что когда накрываете сеткой от хищников, не забывайте о том, что наступит зима. И на эту сетку будет ложиться снег. Чем меньше клеточка, ячейка на сетке, тем больше будет налипание снега и будет провисать эта сетка. А если сетка провисает, она может порваться, и она становится очень опасной для птицы. И птица может погибнуть, запутавшись в этой сетке. Поэтому, когда накрываете вольер сеткой, не забывайте про этот факт. Завожу аккуратно эту траву, всем раздаю. И главное, чтобы у меня никто сейчас не сбежал из курятника. Потому что ловить, бегать потом очень нужно долго. А у меня на это нет времени. А здесь у меня, смотрите, кто? А здесь у меня индюшата. И вот я вам рассказывала, как раз здесь все видно наглядно. Смотрите, половина выгула у них солнышко, а половина у них тенечек. Это нужно обязательно
если вы выносите цыплят, индюшат, гусят, утят, выносите на травку, никогда не забывайте про это. Обязательно должен быть тенечек в вольере. И птица должна иметь возможность сама выбрать место, где она будет находиться на выгуле. Или на солнышке, или же в тенечке. Это свеженалитая вода с высоким содержанием железа. Я вам рассказывала, у меня 2 скважины. Одна на 30 метров. Вот такая вода желтая. Вернее, она сразу светлая, а через час-два она становится вот такая желтая. Но есть у меня и вторая скважина, но она хорошая. Для птицы она подходит, для полива тоже подходит. Поблизости, конечно же, ходит квочка. Квочка-индюшка все время вокруг ходит, контролирует состояние своих детей. Но, как я вам показывала, я уже ее отсадила. Они живут теперь уже сами в вольере. И вот так вот гуляют на траве. Траву я стараюсь насыпать в тень, где солнца нет. Это у меня под вот такой большой шелковицей. Это делаю для того, чтобы трава как максимально дольше оставалась зеленой и мокрой, влажной. Потому что если высыпать ее на солнце, конечно же, через полчаса она уже превратится в сено. А здесь в тенечке, под деревом, довольно долго она будет зеленой травой, пока они, конечно, ее не скушают. Если у вас есть мыши и крысы, вам нужна вот такая кошка. Она словила ящерицу. Представляете? А сколько она мышей и крыс мне притащила сюда? Регулярно к порогу дома приносит и хомяков, и крыс, и мышей, и даже какого-то зверька непонятного приносила. А сейчас это вот ящерица. Словила она ее, знаете где? В теплице. Это крысолов и мышелов. Сейчас буду косить для кур траву. И решила показать, возможно, кто-то не знает, когда заводите косу, нужно поставить на старт. Ну и просто заводим. И если не заводится, вот здесь есть вот такая заслонка воздушная. Ее переключаю в положение вот так открыто. И коса сразу заводится.
Но как только она заведется, эту заслонку нужно опять в обратное положение перекрыть. Итак, заводим. И когда коса завелась, переключаем. Взяла ведро, иду за яйцами, все бегут сюда. Все почему-то думают, что я что-то принесла. Привыкли, что я в ведрах ношу вкусное что-то, да? А я просто пришла собрать яйца. Яйца мне сегодня нужно собирать очень аккуратно, потому что у меня заказ. Ой, класс! Вот это класс! Как раз хорошо. У меня заказ на 15 яиц под квочку. И мне нужно, конечно же, выбрать самое лучшее. Самые-самые красивые яйца. Для себя, конечно, я, вы помните, зашла в курятник. И все, что были яйца, положила под индюшку квочку. Ну, а тут, конечно, буду выбирать. Буду выбирать самые красивые. И надо ложить аккуратно, чтобы нигде не клацнуть его. Это яйцо. Аккуратно. По опыту уже знаю, что крупные яйца нежелательно брать на инкубацию. Они, как правило, не знаю, как у кого, но у моих кур там был неоплод. Ой. Так. И, кстати, у некоторых вот этих яиц тоже был неоплод. Поэтому, наверное, эти ложить не буду на заказ. Вот хорошо хотя бы нанесли яиц, чтобы было из чего выбрать. Чтобы яйца были хорошие. Молодцы. Такая жара у нас сейчас. И на эту неделю обещают еще жарче. 42 градуса жары будет. И курочки несут. Молодцы. Все это работает в комплексе. Все содержание обязательно, я вам рассказываю, нужно давать траву сейчас курочкам. Вот уже несется у меня и голубое яйцо. Все в комплексе влияет на количество яиц. И вот голубое тоже яйцо. Так, ого, там в гнезде еще вон лежат. Все сейчас соберем. Все заберем. Тут. Ну, пол ведра будет. Это яйца за 2 дня. Пол ведра есть. Так, и открываю в гнездах. И смотрим здесь. Вот еще яйцо есть. И это забираю. Все, закрываем. И обязательно сейчас все убираю в гнездах. И навожу порядок. Обязательно. А в верхних гнездах что у нас? А в верхних гнездах одно яйцо. Одно и разбитое. И, скорее всего, об вот этот металлопрофиль ударилось яйцо и разбилось. Значит, в это гнездо я все-таки постелю мягкий материал. А когда буду обрабатывать гнезда от красного этого клеща, просто эту мягкую поролоновую подстилку я просто буду убирать на это время. Жалко, просто яйцо бьется.
Поэтому вот, видите, мусор, все это нужно сейчас убрать. И сегодня по плану обработка, очередная обработка от куриного клеща. Навожу порядки и брызгаю. Хотя я просмотрела гнезда и самого клеща я не вижу. Будто бы я его поборола. Вроде бы я его поборола. Нигде нет, все рассмотрела. Но так как этот красный клещ имеет, естественно, цепочку развития, поэтому обязательно нужно обработку проводить несколько раз с интервалом приблизительно 5 дней. Вот как раз я 5 дней назад приблизительно обрабатывала, и сегодня хочу еще раз обработать. И это сделаю прямо сейчас, чтобы было время для проветривания помещения перед сном. Перед сном курочки должны зайти сюда в помещение, и здесь уже должно быть проветрено после обработки. Так, а яйца я забираю и буду выбирать. 15 штук под квочку меня попросили, нужно отобрать. Иду в третий вольер за яйцами. Индюшата на улице. А здесь индюшка с цыплятами. Корм еще есть, вода в бочке подается в чашечную поилку есть. И практически ничего не нужно делать. Только убрать помет, который есть там от индюшки. Ну и все, можно немножко чистой соломы. И весь уход за индюшкой, квочкой с цыплятами. Так, а я пришла за яйцами. Ага, и курица маран не снесла, и легорны еще не несутся. А вот индюшки, молодцы. От 2 индюшек у меня 3 яйца. Все неплохо. Учитывая, что на улице такая жара, это прекрасно. Иду с ведром, и что я вижу? А, так это индюшиная. А нет, это куриная. Я думала, что это индюшка снесла, которая здесь ходит, отсажена. Нет, это курочка какая-то. И еще одно яйцо. Разгребла весь корм по всему вольеру. Вот эти кормушки только для самых маленьких цыплят. Когда уже цыплята подрастают, это не кормушка, это разгребушка. И яйцо фаверолей. Одно.
Итак, начинается сезон огурцов. Это просто посаженные огурцы на ранние в теплице, в начале теплицы поликарбонатной. А вообще-то это теплица для перцев. Здесь растут перцы. Но чтобы получить ранние огурцы, я всегда так делаю. И потом, как оказывается, эти огурцы плодоносят летом с такой силой, что я не успеваю их консервировать. И каждый свой приезд я рву здесь очень много огурцов. Главное поливать. Главное полив. И огурцы отблагодарят. Ну и, конечно, желательно посадить хорошие гибриды. У меня это Кураж, Аргумент и Мадрилен. Огурцы вот такие пупырчатые, сочные. И чем больше я их рву, тем их больше появляется. Что-то я ведро взяла маленькое. Не помещаются. Заглядываю, когда уже перцы будут спеть, когда уже этот геркулес поспеет, чтобы немножко освободить этот куст. И здесь хочется уже попробовать. Но зеленый я не рву перец. Подожду хотя бы технической спелости. Вот, смотрите, сколько уже перца. Но пока весь зеленый стоит. Жду, пока поспеет. Это я огурцы нарвала в теплице. Получилось у меня вот так 2 ведра. Но и на улице, в открытом грунте, уже тоже есть. И здесь тоже нужно все обязательно сорвать огурцы. И тогда они быстрее пойдут расти вверх. Огурцы тянут силу роста растения. В открытом грунте у меня тоже те же самые сорта, что и в теплице. Я сажаю одинаково, что в теплице, что в открытом грунте. Все эти гибриды подходят и для теплицы, и для открытого грунта. В открытом грунте у меня огурцы посажены на вот такую сетку, на огуречную. А эта огуречная сетка натянута на сварные вот такие из арматуры стойки. Этим стойкам уже больше 10 лет. Они каждый год у меня зимой хранятся под забором. А уже весной, когда я сажаю огурцы, я их просто ставлю. Из вот такой арматуры сварена вот такая вот рамка, и на нее натянута огуречная сетка. И с двух сторон этой рамки у меня посажены огурцы. И вот когда такой солнцепек сильный, я еще сверху натягиваю солнцезащитную сетку. И в ближайшее время я это планирую сделать. Тогда мы продлим срок службы этих огурцов. Они лучше будут расти, когда будет закрыта солнцезащитная сетка. И вот всегда старайтесь чем побыстрее вырвать огурцы, которые находятся возле самого корня.
Вот эти 3 огурца, они просто задерживают рост всего растения. И вот они уже переросли, их нужно было еще в прошлый раз вырвать, и тогда это растение было бы уже гораздо больше. Ну и уже на улице огурцы есть. Естественно, огурцы нужно хорошо вот так вот заливать, прямо проливаю очень сильно. Огурцы любят воду. И если воды здесь не будет, огурец не будет расти и плодоносить. Он начнет болеть и так далее. Огурец очень любит воду. Обязательно старайтесь хотя бы через день поливать огурцы. Я, конечно, поливаю по мере возможности, когда приезжаю. Все полито, все хорошо залито. Вот спрятался. И теперь уход за огурцами заключается в том, чтобы следить, чтобы он плелся по этой сетке. Где необходимо, это просто нужно подкручивать, поправить. Ну и вовремя собирать огурцы. Желательно 1 раз в 2 дня сбор огурцов. А здесь у меня помидор. Не поместился он у меня на основной грядке помидорной. И поэтому есть такие, где были пустые места. Я, естественно, высаживала помидоры. И так получилось, что у меня здесь помидор. Бывает и такое. Спрячется, не замечу, и вот так перерастает. Чеснок уже готов, можно копать его. Я вам рассказывала. Вот чесночная стрелка, которую я оставляю для контроля. Она выпрямляется. Вот она выпрямилась. И лопнула оболочка. Это значит, что чеснок уже готов. И можно его выкапывать. Но я чеснок буду копать на Петра и Павла. Это уже будет скоро. Вот такой. Он полностью уже готов. А домой несколько штук выкопаю, потому что малосольные огурцы, все это нужно, чеснок туда. Это для готовки прямо сейчас, поэтому выкопаю несколько штук. Просто взять домой. А основной весь чеснок буду копать на Петра и Павла. Потому что есть еще такие стрелки, которые не лопнули. И как раз через неделю уже будет праздник Петра и Павла, и я буду копать чеснок. Обрезала я всю красоту. Все, что отцвело. Чем раньше обрезаем, тем быстрее появляются вот такие вот новые побеги. И роза оживает. Вот такую кучу нарезала. Все эти ветки были красотой когда-то.
Но чем раньше это все срезать, тем лучше для розы. И лучше она будет цвести. Вот такая была красота. Но ничего, все отрастет и будет опять в следующем году красивая роза. Это груша конференция. Морковка выглядит сейчас вот так. Здесь разные сорта. Я показывала, как я сею. Рассказывала, какие сорта я сею. Ну, а когда собираюсь домой, то, конечно, немножко беру уже морковку, копаю. Вот такая уже морковка. Угадайте, какой помидор в этом году будет рекордсмен, который самый первый поспеет. Смотрите, это сержант Пеппер. Еще немножко, пару дней, и он уже будет готов. Зелеными помидоры я не рву. Я жду, пока он полностью поспеет. А это груша улюблена Клапа. Она очень хорошо плодоносит каждый год. Это летняя груша. И скоро она уже будет готова.